Рада вас приветствовать на своем канале Наргизкина кухня. Сегодня я готовлю беляши-пухляши и делюсь рецептом с вами. Давайте готовить вместе. Для начинки у меня 400 граммов фарша. Я взяла пополам свинину и говядину. Выберите тот, который вам нравится. Две луковицы, примерно 250 граммов. Соль, перец черный молотый, перец красный острый, паприка. Это все по вкусу. Под видео я вам напишу, сколько чего я положила на это количество фарша. И еще вода примерно 100 миллилитров. Воду всю сразу не добавляю, а смотрю по консистенции фарша. Мясо все разное, и фарш получается разным, поэтому понемногу воды буду добавлять и смотреть. Для начала я измельчу лук. Можно, конечно, сделать это руками, нарезать мелко, но я сегодня в блендере быстренько все промалываю. Сегодня готовлю быстрый рецепт беляшей, без всякой возни. И еще я не зря начала готовить с начинки. Пока буду готовить тесто, пока оно поднимется, как раз фарш со специями все это настоится, и у нас начинка будет очень вкусной. Лук я измельчила очень мелко, можно сказать, в пюре, и отправляю его к фаршу. Конечно, можно лук прокрутить и вместе с фаршем через мясорубку, но я фарш делаю через крупную решетку на мясорубке, а лук вот так мелко. Так получается начинка сочнее намного. Такой мелкой решетки на мясорубке у меня нет, поэтому я делаю через блендер. А дальше это опять-таки на ваш вкус. Добавляю сюда соль. Еще раз повторю, что весь рецепт под видео в описании напишу. Сюда же отправляю красный острый перец. Мы любим поострее. Вы смотрите, как вы любите. Если острое не любите, можно вообще красный острый перец не добавлять. Добавить немного черного. Я, соответственно, добавляю черный молотый перец и еще немного паприки. Теперь все это я хорошенечко перемешаю и добавлю воды. Как я уже сказала, воду добавлять буду понемногу и смотреть на консистенцию фарша. Вода у меня обычная питьевая комнатной температуры. Фарш готов. Я его оставлю отдыхать, пропитываться всеми ароматами, накрываю крышку и убираю просто в сторону. В холодильник не кладу. Для теста я беру 300 миллилитров теплого молока, добавляю к нему чайную ложку дрожжей, чайную ложку сахара и все это слегка перемешиваю. Говорят, что в дрожжевое тесто соль сразу класть нельзя. Честно говоря, я несколько раз клала все вместе, и тесто было такое же хорошее. Но сегодня вот положу дрожжи с сахаром, а соль попозже добавлю с мукой. Все это я перемешиваю. Как сказала, чайная ложка дрожжей – это примерно 5 граммов. Если у вас дрожжи не сухие, а свежие, тогда добавьте их в 3 раза больше, то есть 15 граммов. Если вы не уверены в качестве своих дрожжей, добавьте теперь сразу сюда пару ложек муки, дождитесь реакции, минут через 15 уже появится пенная шапочка, и тогда можете продолжать. Так как у меня дрожжи сухие, я не буду делать опару, мне это не понадобится. Понемногу теперь добавляю муку и перемешиваю все вместе. Всю муку сразу не добавляю, конечно же, чтобы видеть консистенцию теста, потому что буквально одной-двумя лишними ложками муки можно испортить все дело. Тесто уже не будет таким воздушным, пышным, как нам нужно. Я тесто сначала вымешиваю лопаточкой, а потом отправлю в миксер. Но с таким же успехом можно спокойно вымесить тесто руками. Оно очень хорошо вымешивается, податливое, поэтому никаких проблем нет. Если нет миксера, если нет тестомеса, спокойно можно замесить тесто руками. И после того, как отправила последнюю порцию муки, я буду добавлять соль. После добавления соли слегка перемешаю тесто и отправлю в миксер. Когда тесто уже почти готово, я добавляю к нему буквально пару столовых ложек растительного масла и вымешиваю еще немного. В общей сложности миксер вымешивал тесто минут 7. Руками можно 10-15 минут помесить. Тесто любит руки и никогда ему это не вредит, если, конечно, это не бисквитное тесто. Я после миксера тоже еще немного всегда подмешиваю. Мне прям всегда хочется помесить тесто руками. И думаю, что я не одна такая. Многие хозяюшки меня поймут. Думаю, что это своего рода терапия, раз руки сами так и тянутся к тесту. Это всегда приятно. Тесту это никогда не вредит, а идет только на пользу. Теперь поверхность я смазала растительным маслом, выкладываю колобочек и накрываю той же чашей, в которой месила тесто. Спустя час тесто начало уже выглядывать из-под краев чаши.
оно достаточно поднялось. Выкладываю тесто на стол и придаю ему слегка удлиненную форму, так, чтобы легко было разделить на кусочки. Тесто у меня немного липковатое. Позже добавлю еще немножечко муки, но немного. Тесто мукой забивать не надо. Видите, оно какое воздушное, пышное, прямо дышит. Разделю его на кусочки, а потом буду скатывать колобочки. Кусочки должны получиться примерно одинаковыми, где добавить, где убавить, смотрите. И колобочки точно так же примерно одинаковые, чтобы у нас беляшики были все примерно одного размера. Слегка подпыляю поверхность мукой и скатываю колобки. Муку я умышленно добавляю понемногу, чтобы с ней не переборщить, чтобы потом на колобочках не было лишней муки, и, соответственно, на беляшах ее не было. Впоследствии она не будет гореть у нас на сковородке, масло будет оставаться чистым, соответственно, и беляши будут чистые, без черных точек и очень аппетитные. У меня получилось 14 колобочков. Как вы догадались, будет 14 беляшей. Теперь накрываю тесто полотенцем и даю отдохнуть ему минут 10-15. У меня прошло 10 минут. Опять-таки, время зависит от температуры на вашей кухне. У меня колобочки заметно подросли, попухлели, и я начинаю формировать беляши. Скалка мне не пригодится, тесто очень податливое, легкое, все буду делать руками. Сначала вот так формирую лепешечки, серединку оставляю пухлее, меньше ее, растягиваю, а края посильнее, чтобы края были потоньше. Вот так прям пальцами все это разровняла. Сверху выкладываю начинку. Чайной ложечкой это делать удобнее всего. Пока я занималась тестом, не заметила, что камера у меня немного опустилась, но, по-моему, все равно все видно. Вот так формирую беляш. Вот таким образом собираю тесто вокруг начинки. Слишком много начинки класть не надо, потому что если кусочек фарша попадет на край теста, потом будет очень сложно его слепить. И вообще очень много фарша только будет мешать вам делать беляши. Вот такие они получаются симпатичные. Напоминают хинкали, которые я делала в одном из видео. Кто не смотрел, посмотрите, ссылочку оставлю. Сейчас сверху выйдет подсказка на то, как приготовить быстрые и вкусные хинкали. Только хинкали полностью тесто закрывает начинку, а здесь у нас остается сверху открытый участок. Чтобы изделия не прилипли к поверхности, я ее слегка смазываю растительным маслом. Мукой на данном этапе ни в коем случае не подпыляю. Обязательно накрываю все полотенцем, чтобы тесто не заветривалось. Продолжаю формировать все беляши по такому же принципу. Чтобы и фарша получилось примерно одинаковое количество в каждом беляше, можно его тоже заранее подготовить. Выложить шариками на широкое блюдо или неглубокую тарелку и потом просто шариками сласть на каждый кусочек теста, на каждую лепешку. Тогда будут одинаковые беляши с одинаковым количеством начинки. Но это делать совсем не обязательно. Если не хотите, пропустите этот шаг и выкладывайте начинку так, как вам удобно. После того, как все беляши готовы, я опять накрываю их полотенцем и даю постоять еще минут 10-15. Опять-таки зависит от температуры на вашей кухне. У меня прошло 10 минут. Беляши выглядят вот так. Им пора уже отправляться на сковородку. Я беру сковородку небольшого диаметра, наливаю в нее побольше масла. Когда от опущенной зубочистки расходятся мелкие пузырьки, значит масло достаточно нагрелось. Естественно, масло растительное, рафинированное. И аккуратно отправляю беляши в сковородку. Выкладываю их отверстием вниз, чтобы начинка в дальнейшем не растекалась и не выпадала. Жарю беляши до того, как они хорошенько зарумянятся. Старайтесь перевернуть их всего один раз. Если после вы пожарите на другой стороне и после еще раз перевернете, то у вас все будет в брызгах и в масле. Поэтому доведите до нужного цвета беляши с одной стороны, потом переворачивайте на другую. Вот так они должны выглядеть, румяненькие, пухленькие. Масло должно тоже их покрывать больше, чем наполовину. Так они впитают его меньше, чем если вы будете его экономить и доливать понемногу. После того, как перевернула, я наливаю ложечкой вот так внутрь кипящее масло. Так начинка быстрее прожарится и будет еще сочнее. И осталось довести беляши с другой стороны до такого же румяного цвета. Первая партия у меня готова. Аккуратно их снимаю и выкладываю на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Стараюсь показать и рассказать вам все подробно, чтобы и у вас получились такие же вкусные, красивые и аппетитные беляши.
Удобнее снимать их со сковороды лопаточкой, чтобы не забирать лишнее масло. Беляши, пермичи или, как называют их в моей семье, пончики с мясом. Остальные жарю по тому же принципу, что и первую партию. Еще не показала вам газ, вот так он горит немного выше среднего. У меня дожариваются последние беляши, остальные уже ждут своего часа. Теперь все готово, посмотрите, какие они красивые. Сейчас я переложу на блюдо, покажу вам, как они выглядят снаружи и внутри. Тесто получается хрустящее сверху и воздушнейшее внутри. И, конечно же, я хочу вам показать, какие они внутри, какая сочная начинка, чтобы вы видели и непременно захотели их приготовить. Они еще горячие, но я все равно вам покажу. Я думаю, что вам видно, какая это нежность, пышность и сочность. Кто смотрит меня давно, знает, что я не люблю делать такие вещи, но мне очень хочется передать вам всю эту сочность. И, по-моему, хорошо видно, что тесто поднялось как надо, оно все прожаренное, пышное, воздушное и начинка сочная. Все как надо. Вот такую вкуснятину мы сегодня с вами приготовили. Попробуйте, вам понравится. А я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю всем всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.